Всем привет, вы на канале Практический арбитраж. Сегодня я покажу, как я сделал 12 тысяч ревеню на тестах, из которых чисто мне получилось около 6к профита. Я открою все компании, которые мы запускали с вами в прошлом видео, и покажу реальные кейсы, да, заливами, которые на самом деле работают прямо сейчас. Но прежде чем перейти к цифрам, поддержите видео лайком, комментарием и подпиской, чтобы я смог снять для вас следующий кейс с заливами на Африку и другие горячие тиры. Потому что мы в нашей партнерке Lead Generals, друзья, кто еще не зарегал, ссылочку в описании. Пересобираем состав. У нас сейчас усиляется C-Level группа, да, руководителей. И мы для вас очень жирные, вкусные сделки готовим. Поэтому, кто уже зареган, кто еще не зарегался, ожидайте следующей неделе, как раз таки, да, 24 ноября, давайте округлим, это будет 1 декабря, где будет разнос башки, где будут сильнейшие офферы, будет самое топовое. И внимание, друзья, за самый интересный комментарий, давайте разыграем в данном видео, да, под данным видео $100, прямо под этим видео жду от вас комментарий, и это только начало. В каждом следующем видео будем устраивать новые розыгрыши, да, в целом, в общем, я думаю, это полезно, интересно, потому что вы очень сильно коммуницированная аудитория, и мы также разыграем бесплатную консультацию для одного из подписчиков со мной, так что отправляйте комментарии и проявляйте активность. Итак, друзья, сейчас мы посмотрим кабинеты, да, за текущие дни, те самые заливы, которые я показывал в нашем телеграме. Если вы, еще раз повторюсь, не зарегистрировали наш ppleadgenerals.com, самое время. Там есть все оффера, предложения, ссылки и подробное описание, наши проверенные рекомендации по заливам. Вот текущий кабинет, одна из CBO-шных компаний, как раз таки сейчас мы немножечко масштабирование с вами затронем. Давайте быстренько я покажу, что было за вчера. Я в нашем телеграм-канале, да, уже постил данные РК. Кто еще в наш телеграм-канал, друзья, не подписан, практически арбитраж, ссылочка также будет в описании. Переходите, подписывайтесь и следите, там очень много информации. Собственно, за вчера у нас результаты получились вот в таком ключе. Если немножечко там углубиться, да, то получилось $990 ревеню при $280 затрата, да, то есть чистыми около $700 получилось на выходе. С одного только РК, друзья. 21 числа я также дублировал, показывал информацию, да, результаты были чуть-чуть похуже, чуть менее, потому что апнули бюджет. Вчера я поднял с новых суток со $100 CBO-шки, да, до 200, но в целом, в общем, результаты тоже получились плюсовые. Здесь где-то $500-630 на выходе при 302. Сегодня, пока у нас один FTD, чуть хуже идут результаты, компании разгоняются, но здесь у нас упал один FTD, как раз он отбился, еще один еще не долетел. В целом, в общем, что мы делаем в таком ключе? Мы делаем с вами ап, довольно агрессивно, и будем смотреть, что у нас как на выходе пойдет. Я апаю сразу до $2000, да, посмотрите, X10, да, апнул довольно агрессивно. На самом деле можно делать и гораздо большую стоимость. Будем смотреть, как на выходе кабинет будет себя показывать. Что нам нужно зафиксировать? Нам нужно зафиксировать CTR 1.67. Нужно зафиксировать по целой компашке, да, CBO, стоимость клика, стоимость следа, ну и реги, естественно. Реги еще тут не долетели все, но в целом, в общем, будем смотреть. Наша задача, чтобы сохранился клик и сохранился CTR после спенда. Сейчас немножечко, как вы знаете, после повышения фризится, и далее он будет себя активно показывать. Сейчас про метрики, как анализировать в целом компании на старте, в текущих реалиях, да, мы с вами разберем, затронем и обязательно об этом поговорим. Но преждевременно что нам необходимо сделать, друзья? Сейчас поставлю телефон, чтобы тоже не прослеживать конверсии, уведомления, и в моменте могли с вами все это редактировать. Что мы хотел я показать, да, касаемо кабов. Да, вчера у нас одни из клиентов, да, вот как раз про менторство, да, давайте немножечко здесь тоже два слова дополню. У нас на самом деле, да, есть еще менторская работа, где мы, именно я, да, и моя команда в практике делаем агрессивный тот самый, да, выкрут бюджета. В целом, в общем, всех новичков натаскиваем по работе с Facebook. Это личная менторская работа в зуме с пошаркой экрана. Рекомендую, опять же, там все под запись делать, и так далее. В общем, кому интересно, очень много еще слотов у нас есть свободных на декабрь месяц, да, даже вот на текущую неделю еще 1-2 слота свободных по таймингам есть. Пишите мои контакты в описании, прям мне, Andrew Lead Generals, да, в Telegram, спрашивайте, я вам более подробно все расскажу, мы сможем созвониться и более детально поговорить. Это могут быть новички, действующие веб-мастера, тим-лиды команд, овнеры команд, владельцы продуктов и ребята с других вертикалей. Ребята агрессивно апнули бадж, там с минималки, да, довольно также агрессивно на 2К. Это, друзья, бананза воронка, причем ребята нашли FTD-шку, да, кстати, вот ревеню 490 и 279 спенда, 200, там получается $20 чистого профита, получилось тоже с одной у них компании за один день, друзья. Если бы кап не отлетел, он бы еще и дальше насыпал, причем здесь, короче, еще один FTD долетел, наверное, за сегодня его, может, отбил, да, то есть 8 FTD-шек получилось, как раз вот они сегодня написали в чате, да, вот там FTD-шка долетела свежая, вот она. Таким образом, ребята выкрутили довольно агрессивный бадж, да,
при зацепе, при хороших метриках. И самое, что интересно, давайте немножко подпалим, да, креатив был вообще взят со спайки. То есть вот бананзовский Крео, корректно, правильно запущен, с хорошей оформленной фанкой. И вот такая обычная гифка, которая дала, причем хороших игроков по качеству, так как мы все это дело отслеживаем. И это слотовая история, это никакие не курицы, не чикины и не прочие истории. Короче, обращу ваше внимание, что агрессивный выкрут Баджа очень сильно, прекрасно отрабатывает. Мы обязательно последим с вами за этим еще кабинетом, посмотрим, что у нас там будет по метрикам долетать и какие будут показатели. Но немножечко давайте поговорим о ведении компании. Где-то я тут сейчас еще готовил кабинеты. Вот у нас что идет здесь выкрут. Здесь тоже второй FTD уже упал, да. Все стабилизировалось и выкрутили CBO-шку, да, до 3К FTD. Причем, обращу внимание, очень дешево идут клики, очень замечательно идет в регу 1 к 2, как и должно идти. Причем я по CBO-шке смотрю, если углубиться внутрь. Ну что ты у меня подтупливаешь? Если углубиться именно внутрь, то там максимально сладкие идут метрики на выходе. И думаю, данная компания еще нам прям порадует сегодня FTD-шками. Короче, мы агрессивным выкрутом работаем. Почему сегодня он так улетел, не пойму. Давайте вернем. Кто-то его выключил зачем-то. Ошибочно, видимо. Сейчас мы вернем, друзья, все в работу. Бывает у нас саппорт тоже промахивается. Вот с вами, видите, увидели косяк. Мы сейчас посмотрим, как он дальше пойдет. Потому что в целом, в общем, здесь есть замечательный, да, там формат под, скажем так, ждать агрессивных долетов, доходимости трафика. Ну, в общем, понаблюдаем тоже за этой компанией, обязательно запубликую. Здесь тоже у нас Gatus Olympus, чисто идут слоты, не более того. Давайте немножечко разберемся про метрики, да. По-хорошему, как мы сейчас на самом деле анализируем компании. Если взять, допустим, где моя там IBO-шная компания была, давайте все-таки сейчас еще один сразу кабинет вам покажу. Здесь, по-моему, тоже второй деп должен был долететь, нет, не дошел. Ну, допустим, то есть вот, допустим, льется очень прекрасно сегодня Турция, здесь тоже слоты, CTR чуть меньше, да, но инсталлы, реги и клики в идеальном просто соотношении и очень жирно себя показывает. Да, друзья, вы спрашиваете, какие сервисы сейчас использовать. Мы используем PV Partner, ссылочка также есть в описании. Рекомендую сейчас на данном сервисе работать. В целом и общем максимально там векторно переводим туда трафик, потому что очень здорово он сейчас себя показывает по EPC, да и в целом в общем по конверту. Вы можете правильно засплитить на самом деле через трекер сделать сплит. Я вам сейчас покажу такую, давайте, методологию, как правильно сделать сплит. В трекере соберем такую а-ля тестовую компанию. И я расскажу, как правильно сплитить сейчас PV-сервисы, чтобы вы могли релевантно оценить действительности результат. Сравните просто тот сервис, который сейчас есть у вас, там любой, не знаю, с каким вы пользуетесь, и сравните его с PV Partners. Мы после вот подкаста с Максимом, на самом деле, очень много сейчас для себя пересмотрели, сместили ряд фокуса, да, трафика как раз-таки на данный сервис, и на выходе получаем довольно прекрасные результаты. Давайте мы немножечко поговорим, да, про ведение компании. Вот наша IBO-шная компашка. Ну, допустим, за вчера, да, вчера она не очень себя сильно показала, но все-таки, то есть мы вчера, собственно, стопали следующие, да, объявления, которые дорого шли, где они там, давайте по сумме затрат отфильтруем. Да, стопали, допустим, нет, вчера ничего не стопали, 21 числа, значит, вчера все замечательно шло, 21 я, по-моему, выключал, давайте посмотрим. 21 выключали те объявы, да, которые, видите, дорого шли, да, то есть что имеется в виду дорого шли? Дорогой клик, отсутствие инсталла, CTR меньше 0.80, да, также мы, собственно, стопали те, которые с вроде бы нормальным кликом и CTR хорошим, но также они шли без инсталла, мы также такие объявления останавливали. Здесь что-то даже долетало, но в целом, в общем, мы ориентируемся с вами базово, давайте так разберем, как работает в текущих реалиях вообще аналитик, то есть мы сделали такой некий KPI, таблички, да, как мы сейчас, контрольных точек KPI, то есть как мы анализируем CTR, если меньше 0.80 при 400-1000 показах, мы такой ацет сразу стопаем. Ацет сливает у вас 20%, CPA без инсталла тоже идет в стоп. Если ацет сливает 70%, CPA без депозита также в стоп. Вы на этом фрагменте можете вот меня перемотать, поставить на паузу, зафиксировать, либо просто переписать те метрики, да, которые мы сейчас вот показываем на данном экране, 100%, где-то тут скриншот должен был появиться. Оптимальные показатели сейчас для работы, это CTR больше 0.80, идеально 1 и 1,5, да, то есть в целом, в общем, посмотрите, средний CTR у меня вообще 1,98, это зевсы, друзья, чтобы не было там каких-то, да, моментов, то есть это полностью идет зевс. Посмотрите, это стримы Gates of Olympus, различные вариации, ту компанию, которую я с вами заливал. Далее, если у нас, собственно, лид до 20%, да, то есть, если у нас с вами, значит, давайте медленно, да, лид до 20% от CPA при стабилизации до 10%, то есть, это мы держим оптимальные показатели. Регистрация 1 к 5 из лида в регу, но не дороже 1/3 CPA, да, должна быть. До 70-80% от CPA без FD, это мы тоже сразу уходим
переходим с вами в стоп. Если депозит у нас падает, то мы крутим 1,5 CPA ставки, если депозит упал, да. Смотрим далее на стабилизацию при хороших метриках. Друзья, здесь важно, анализируем как за день, так и за максимальный период данную компанию. Давайте я ее, допустим, открою, да, на примере. Так и анализируем за максимальный период. Если показатели выходят за пределы, стопаем, за исключением плюсовых объявлений при доходимости. Далее, при масштабировании, здесь тоже несколько есть вариаций. Мы сейчас с этой компанией сделаем с вами некие ряды, да, действий, да, по масштабированию наглядно, чтобы вы посмотрели. Но давайте сначала все это дело проговорим. Если мы получаем депозит на ацет, сразу переходим в фазу масштабирования. Дублируем успешные ацеты с новых суток. 1.2.1 новую CBO-компанию и ставку бюджета, извиняюсь, 2 CPA и ABO с бюджетом одной CPA, да. Атрибуция здесь уже меняется с 1.1.1 на 7.1.1, если вы изначально так стартовали. А бюджеты сейчас можно делать как с новых суток на 20-30%, повышать данную компанию. Например, ту CBO-шную, которую я показывал, я позавчера, да, в субботу с утра, точнее вчера, с нулей, с новых суток апнул на там x2, то есть на 100% увеличил фактически, да, то есть было 100 бачей, стало 200. Сейчас мы с вами апнули там x сразу 1000, да, то есть добавили, точнее еще x10 получается, да, с 200 на 2000 еще повысили. В таком ключе это максимально правильное такое легкое повышение, да, позволяет вам быстро тестировать гипотезы, масштабировать сильные связки и контролировать ROI на каждом шаге. По факту здесь очень важно, друзья, работать именно в таком, с такими KPI-метриками, да, и по факту будут у вас плюсовые ROI. Собственно, к чему и нужно приходить. Давайте посмотрим, что можно было бы сделать, допустим, да, с текущей компанией, как бы мы ее начали сейчас с вами масштабить. Давайте отфильтруем по результатам. Здесь у нас 12 FTD-шек, да, обнови, может быть, что-нибудь долетело, пока нет. 12 FTD-шек у нас здесь там по n суммам, по факту у нас для масштаба подходит только первые два ацета. Вот каким образом мы их будем с вами дублить. Давайте начнем с ацета номер 7. И что мы делаем? Дублируем с текущими настройками, друзья. Дублируем в новую компанию и дублируем по CBO. Здесь очень важно. Мы укажем CBO, дубль, Andrew Lead General, сейчас подпишем, да, укажем дату, да что ты не хочешь, укажем дату с вами, по новой слетел, давайте CBO, Double, Andrew Lead Generals, 23.11, и это 1.2.1 будет, 1.2.1 CBO, мы уже указали, из ацета 7, пускай будет 3 деп. И будем смотреть. Число копий, прекрасно. И нам нужно поставить с вами одну, да, лучше 2 CPA ставки, но мы начнем более, скажем так, аккуратненько. Здесь тоже я ацеты переименую, единичку поставлю и тут единичку воткну. Еще один важный момент, сейчас мы с вами разберем также, как креативы корректно новые тестировать, догружать и смотреть, как они себя будут показывать. Сейчас мы к этому с вами доберемся. Бюджет у нас, значит, еще раз ставится с вами, теперь меняется на бюджет компании и на старте, типа 40 бачей сложилось. Давайте поставим, не знаю, 60-99, типа такую дефолтную ставку, посмотрим, как они себя будут показывать. И чекайте, друзья, атрибуцию. Я не помню просто, какой атрибуции данной компания запускал. 7 дней клика. Здесь все корректно. То есть мы при CBO-шке меняем на атрибуцию 7 дней клика. Публикуем первую компанию. Будем смотреть, как она пойдет. Прекрасно. CBO-шку у нас, помните, да, мы зафиксировали тоже по показателям. Сейчас будем смотреть, как она дальше будет раскачиваться. Это вот просто на ваших глазах, да, мы данную компанию запустили в предыдущем видео. Кто не смотрел... Бам-бам-бам, давайте подать заявку, переведем $92. При запуске, да, вот этих двух компаний как раз таки было в предыдущем видео, поэтому посмотрите, как эти компании запускались. В этом видео я не буду на это тратить время, да, акцентировать внимание. Далее, возвращаемся вновь мы к этому ацету. Теперь вторая вариация. Мы его также с вами выводим по ABO, то есть текущие настройки. Также ставим, ну давайте там, не знаю, 3 копии. По-хорошему, да, в новую компанию укажем ABO, Double, как там, 7 ацет, 3 деп, 1.3.1. Ну и тоже Andrew Lead Generals. И что у нас 23.11. Кстати, пришел какой-то, походу, FTD, друзья. Сейчас мы узнаем, куда. Либо, может, конечно, это Rega, может быть, FTD, но посмотрим. Нет, друзья, это пока Рега, как раз таки в этой CBO-шной компании еще одна Рега, да, упала. Ну, посмотрим, как будет дальше. Окей, здесь мы дублим корректно и поставим уже бюджет чуть-чуть побольше. То есть воткнем с вами, сейчас переименуем их, во-первых, да, и поставим с вами 1,
2, 3. Поставим сейчас ABO-шный бюджет. ABO-шный бюджет у нас в целом он как бы стоит, только мы немножечко его скорректируем. Был у нас, ну давайте 20.99 поставим, что-нибудь такое, да. Всегда ставьте этот хвостик. И с таким бюджетом, собственно, нашей компании и стартанут. Сейчас мы их с вами посмотрим. Есть 20.99 тут поставили. Тут наш хвостик, да. Сейчас скорректируем. И другую компашку. И будем их также смотреть, как они пойдут. В целом, в общем, я думаю, попробуем этот хвостик даже с вами, ну, введение в рамках сегодняшнего, после дубля, да, повышения, посмотреть, покрутить, как он будет себя показывать. Сделали. 2 дубля у нас есть. Супер. Следующий шаг. У нас еще там есть... Давай, не подтупливай. Пум-пум-пум. $93 почему-то он рекомендует. Попробуем, друзья. Чекнем. Давайте чекнем. Посмотрим, как оно пойдет. Вдруг оно даст нам какого-то прорыва, прогресса, да. Посмотрим, что будет. Если что, эффективно эту историю сразу стопнем. Главное здесь не перекручивать, всегда смотреть, обзавестись какими-то саппортами, да, чтобы они вас могли подстраховывать, как мы на менторстве это доводим тоже, когда строим структурно команды, да. Здесь очень важно, друзья, не перекручивать метрики и быть максимально дотошным и педантичным. Если вы отвлекаетесь, понимаете, что у вас сегодня рабочий график как-то прерывается, то я бы не советовал все это дело, скажем, оставлять без присмотра, потому что при апнутом, тем более, бюджете у вас все это может также уйти, извините меня, в молоко, да, перекрутиться. Нам это совсем не нужно. И то же самое мы сделаем еще с отсетом номер 1. Он более тоже такой симпатичный был по метрикам, CTR у него, в принципе, хороший. Давайте аналогичные действия. Значит, текущие настройки. У нас там будет 1.2, новая компания, CBO тоже. Generals Double, AZ1, 2 деп, подпишем вот так, 2 деп. Это есть, тоже он будет у нас по CBO-шке, и посмотрим, как они, эти компании себя покажут. По-хорошему, друзья, все эти дубли делайте, конечно, с новых суток. Я просто сейчас, пока тут с командой общался, кабинет у нас -8, чтобы вы понимали, да, про кабинет мы сейчас отдельно тоже поговорим. Кабинет -8, в целом, в общем, замечательно себя показывает, да. Это агентские кабинеты, друзья, агентский кабинет уже нашего собственного формата, мы скоро презентуем свое агентство, EGC студию мы уже собрали, шоп-аккаунт у нас есть, еще не хватает для инхаус своего агентства и ПВАшек, но ПВА мы выбрали все-таки вектор на работу с PVA Partner, замечательно себя показывает. Еще раз повторюсь, на PVA Partner, ссылка в описании. Кто не тестил, рекомендую засплитить и посмотреть. В этом ролике мы с вами еще разберем, как правильно сплитить сервисы. Да? Я покажу просто форму, скажем так, создания источников, да, и вы посмотрите, что на выходе у вас лучше всего себя покажет. И тут мы ставим с вами бюджет компании также. Ну и, собственно, давайте попробуем 40, ну, наверное, тоже скорректируем, попробуем 40.99, а там понаблюдаем, на какие, ну нет, смотрите, хотя, может, сейчас он после публикации, скорее всего, предложит нам видоизменить компанию. Сейчас ждем публикацию. Да, подать заявку на 88. Все, супер, на 20 это оставляем. И нам нужно еще с вами с IBO-шки собрать этот же ацетик, да, только на ABO, да, еще вторую компашку, новая компания, тоже 1.2.1. То есть 1.3.1 мы собирались сделать, по названию так будет это IBO. Все, прекрасно. Дублировать, да, все четко. Тут уже у нас с вами бюджет на ацетах. Будем смотреть, как он себя покажет. Тоже сейчас корректируем 1, 2. Я даже вам покажу, как с одного кабинета можно смело, говорю, дейли там в одни руки, вот в одни, меня сейчас без саппорта, допустим, взять. Ладно, понятно, меня тоже подстраховывают наши коллеги, да, по команде, но все-таки в одни руки сейчас очень легко отспендить, друзья, энную сумму денег. То есть никаких трудностей здесь не возникнет. Придется смотреть сегодня глаз да глаз, потому что сейчас будут рывки, опять же, по спенду. Но мы будем смотреть, что и как будет цепляться, как оно себя будет показывать. Опубликовали, все, супер. Здесь нам больше ничего не требуется. Ждем там аппруву, прохождения модерации. По партнерству мы сейчас с вами тоже пробежимся, но в целом, в общем, пока у нас здесь результаты таковы, да, ждем пока что тут как там отобьется. Здесь причем долетный был деп, но нам не важно. Здесь уже инсталлов есть, в целом все стабилизируется, CTR хороший, компания должна будет разрывать на самом деле. С апнутым баджем, посмотрим, что будет на выходе. Здесь окей, тут у нас понятно пока в бане вся история. Компания, да, кстати, у ребят получилась плюсовая, они там несколько дней ее вели, пока кап, к сожалению, не отлетел. Да, 9 FTD по 43, замечательно получилось на тотале, если там посмотреть 130 на 30-90, ну 200 там с лишним, да, чистыми
Почти 270 долларов, да, получилось чистыми. Замечательно. В общем, красавчики, вы все видели. Если хотите к нам на менторство, друзья, еще раз повторюсь, приходите, ссылки все будут в описании. Теперь давайте немножечко, пока у нас там все публикуется, да, про метрики я сказал, как компании эти вести, порекомендовал вам. Сейчас по-хорошему запускаетесь с атрибуцией одного дня изначально, да, выявляете зацепы, дальше всю эту историю раскачиваете, и на выходе у вас, кстати, уже быстренько в актив, смотрите, друзья, модерация прошлась у двух компашек. Быстренько все это дело вы масштабируете, да, вы вытаскиваете в отдельной компании, и будет у вас счастье. Вот, друзья, так модерка проходит. На хороших кабах причем, да. Что бы я еще хотел дополнить, и мы сейчас с вами в Китара перейдем. То есть, здесь, смотрите, что останавливать, что крутить, мы с вами проговорили по метрикам выше, да, перемотайте видео, кто не, скажем так, прослушал этот момент, перемотал. То есть я говорил метрики, мы там даже прикрепили скринчиком, да, те метрики, на которые стоит делать акцент. Далее, обязательно напомню, да, за самый интересный комментарий от вас и вопрос, это 100 из ДТ будет разыграно, да, среди всей аудитории. Ваша задача быть подписан на наш YouTube канал и подписан на наш Telegram канал. Все ссылочки в описании, канал вы, в принципе, сейчас смотрите. В каждом следующем видео, еще раз повторюсь, будут новые розыгрыши, да, и мы разыграем также бесплатную консультацию, лично там мою, да, от одного из подписчиков. Поэтому, друзья, прямо сейчас, да, прожмите лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Да, друзья, чтобы лишнее, да, как говорится, не палить, вот наша тестовая кампания с вами. За 7 дней у нас там получилось как бы 270-90 ревеню, да, в целом, в общем, здесь все показали, только по одному из кабинетов, да. Здесь все слоты, как вы видите, Олимп, есть еще там по бананде связки. Ну, короче, мы сейчас не об этом. Как правильно засплитить, да, на примере того же PV Partners, друзья, рекомендую сравнить вот с тем именно сервисом, который вы льете. Просто еще раз повторюсь, это вам чистая такая рекомендация. Кто еще вот PV Partners не пользовался, снизу ссылочка есть в описании. Если вы по ней перейдете, вам какие-то там бонусы, плюшки дадут и так далее. Короче, переходите в бота, да, заводите себе аккаунт, учетку и залетаете. Далее, как правильно засплитить? Вы должны завести энное количество источников. То есть завели, допустим, PV Partner, завели там еще какой-нибудь сервис, там Skak и так далее, да. Таким образом, мы с вами заводим первую компанию. Она у нас идет, еще раз повторюсь, под PV Partners, как вы видите, да. У нее есть трекинговая ссылка, напомню. После чего заводите другую компанию, пускай там будет, не знаю, какой-нибудь другой там сервис, да, не знаю, вот второй сервис будет. Там уже ставите источник, пускай будет ZMAP, к примеру, да, у нее появляется логично другая трекинговая ссылка. И заводите уже третью, друзья, компанию, ну, к примеру, да, давайте создам, пускай будет называться Split, PV сервис, да, сервис. Далее выбираете, собственно, тот домен, с которого выпускаетесь, да, группу там свою выбираете. И здесь источник вы уже не ставите. Либо можете поставить Facebook, как многие там, да, ребята корректные, кто с ФБ больше в белом маркетинге работает, и они источником, конечно, по-правильному воспринимают эту площадку, на которой запускается рекламная кампания. Но вы здесь можете ничего не проставлять. Далее ставите ротацию потоков либо по весу, либо же можно поставить, на самом деле, по позиции. Разницы здесь уже нет, но лучше я по весу поставил. И все аналогично. Другие настройки, как вы привыкли, да, видеть, классически также запускаете. Следующим вашим задачам будет завести поток. То есть первый, допустим, будет у нас поток PV Partners. И тут вы можете в схеме поставить прямой URL. Да что ты не хочешь. И сюда воткнуть трекинговую ссылку от компании, где есть источник PV Partners. Просто ее сюда там проставить, да, трекинговую эту линку. И окей, и у вас будет сохранено. Ну, пускай типа будет там окей, lead, что-то, lead, generals. Там что-нибудь там, короче, какой-нибудь абракадабра код у нас идет, да, идентификатор, ну и там идет сама линка. Давайте так уж сохраним просто как пример. Сохранили. Следующий поток вы заводите, допустим, Skak PV, пускай будет. Аналогично также у вас будет другая компания заведена, где будет полностью, да, структура идентичная сделана под, ну, с заливом по той же самой схеме, по тем же самым аферам, чтобы все было максимально релевантно. И ставите здесь трекинговую линку уже там от Skak, да, с той же апки, с той же компании, которая у вас заведена под сервис SkakUp. Ну и таким образом тоже сохраняете. И делаете вес по 50%, залив вы уже устраиваете на трекинговую линку текущей компании. То есть там создать, как пример, допустим, да, и запускаете на... Да что ты не хочешь? Да, на трекинговую линку текущей компании. Вот ваша трекинговая линка, и по ней будет максимально корректное распределение. Важно вам создать приложение в обоих сервисах максимально одинаковое, с одними и теми же пушами, да, чтобы все было идентично, чтобы тест был релевантен. И таким образом у вас будет с одной выборкой аудитории, с одним и тем же пулом креативом, с одним и тем же оформленным PV-приложением максимально релевантный тест. Вы посмотрите, где будет лучший конверт. Подпалю, друзья, вам домен, который вот льется, да, на видео. Вот, собственно, вчерашняя статистика. Получилось 76 инсталлов, 34 реги, 12 депозитов. Как в аптеке. Из реги в деп 1 к 2. Так оно и должно, на самом деле, идти. Не хочу ничего плохого сказать, но в ряде сервисов у вас, наверное, подворовывают трафик. Ладно, сейчас не к этому. Немножечко теперь еще дополним теории, да, про тест креатива. Друзья, вот как правильно сейчас их тестировать. Допустим,
Во-первых, при старте, да, компании, при неком небольшом проливе, небольшом спенде, на что вы смотрите? Давайте поэтапно. Сейчас мы просто к этому еще скрину вернем, кабинету, да, вернемся. Суть какая? Пошел у нас с вами старт. На что мы с вами смотрим? Вы смотрите чисто на CPC и на стоимость, не на стоимость, а на CTR, друзья. То есть CTR у вас должен быть больше 0,80, как я вот сказал, да, на видео. Мы с вами еще раз повторюсь, этот скриншотик, давайте еще раз здесь его прикрепим. То есть CTR больше 0,80 и клик у вас должен быть там не более, давайте скажем, 2,5-3, ну 3 потолок возьмем процентов от CPA ставки, которая у вас идет. Вот тогда у вас математика будет биться. И следующим фактором, то есть инсталлов пока можно даже не ждать, да, и следующим фактором это показатель CR Black Unique Install, да. То есть минималка должна быть 25%. Если вы видите ниже, друзья, у вас математика по связке не будет биться. Просто на этом сделайте акцент. Это вам прям такая ярая рекомендация. Пожалуйста, акцентируйте на этом внимание. Еще раз повторюсь, CTR должен быть эталонно больше единички. Ну, минималку ставим, да, больше 0,80. Если ниже, Black Unique Install, да, CR из Unique Install идет тоже ниже 25%. CPC идет дорогой. Сразу смело стопайте, не переливайте, не тестируйте этот крео. Даже если какие-то там рандомные депы попадут, на дистанции у вас математика будет убыточной, нерелевантной, она у вас не будет биться. Это очень важно, обратите на это внимание. Дальше. Свежие крео вы можете на самом деле тестировать даже каким образом. Ну, допустим, у нас есть вот CBO-шка, да, на максимуме. Я бы здесь взял, допустим, подгрузил сейчас какие-то новые крео мне сделают коллеги, да, и я прям провалюсь там в AdSet, допустим, первый, подгружу ручками сюда новые крео, то есть нажму создать объявление и сюда их залью, и также в другое. Почему? Мы будем смотреть с вами, как они будут конкурировать с действующими объявлениями, то есть не обязательно, чтобы затестить новые крео, вам делать новые кампании. Вы можете максимально акцентировать внимание на том, чтобы в зацепных уже адсетах, в зацепных кампаниях как раз-таки подгрузить те объявы. Вот с новыми креативами, да, с новыми интерпретациями и референсами. Вы таким образом максимально релевантно сможете раскрыть потенциал этих креативов. И на выходе вы поймете, что, может быть, вы загубили бы на новой компании, если создавали, если бы создавали, да, залив с этими новыми крео. У вас там зацеп, не зацеп, кабинет не такой, куча других вариаций. И по факту, вы бы просто могли заведомо успешный крео загубить, нерелевантно, да, так оно не работает. Здесь обязательно, еще раз повторюсь, нужно делать акцент на том, чтобы... Сейчас у нас креативчики, походу, депозитики долетают. Давайте посмотрим. Здесь по факту... Да, по факту могли бы просто загубиться хорошие, успешные креативы. Так не должно быть. Пожалуйста, акцентируйте на этом внимание. То есть, если бы сейчас у меня были какие-то свежие крео, я бы прям ручками в этой компании дозагрузил. Но сейчас как бы мы это не можем с вами зафиксировать, поэтому не трогаем. Далее, на что мы смотрим, да, сейчас у нас, напомню, да, пока спенд не пошел, зафиксировались метрики. Будем далее смотреть, будут они прибавляться или нет. О, кстати, как раз инстальчик уже один упал. Значит пошел спенд. То есть, дальше, собственно, задача у нас какая? Чтобы сильно мы не ушли в минус, то есть мы сейчас депозит упал, крутим до 1,5 CPA ставки. Если метрики продолжают прибавляться, CTR у нас не будет падать, клик не будет расти, то по сути мы остались в аукционе с вами, нас никуда не вытеснило, и дальше будут подлетать все депозиты. Да, давайте еще раз пробежимся по всем кабам, что у нас там как льется. Здесь пока метрики у нас подобные, да, ничего тут больше не долетело. Давайте еще обновим, может быть какая-то есть красота где-то появилась. Тут мы все реанимировали, почему-то коллеги меня выключают. Видимо, решили зафиксировать, да, на спенде на таком. Ну, посмотрим, ладно. Тут пока у нас компания спендит, крутится, ничего тут интересного тоже пока нету, ладно. Да, здесь кап у нас подвылетел. Ну и мой тогда пока ставим, да, как один такой из вариаций. Будем смотреть за спендом, будем смотреть, как данные кабинеты здесь пойдут. Ну и я в конце, давайте все-таки, ладно, поведу сегодня еще маленечко, да, по показателям. Подключаю, как раз покажу некую аналитику, и мы данное видео зарезюмируем. Смотрите, то, что мы с вами выкрутили. Идет как-то вот так, на самом деле, да, есть куда посмотреть, куча инсталлов, куча регистраций, ну, плюс-минус мы льем с вами в плюс, даже с выключенным баджем, да, поэтому будем смотреть, что у нас будет на выходе. То, что мы с вами дубль, давайте сверху начнем, да, чтобы было понимание, что это за компания, и маленечко по ним пробежимся. Здесь у нас с вами IBO, по неймингу, да, это то, что где мы с вами делали дубль, здесь что-то еще не отбилось, я знаю, но все-таки, да, IBO-шка, смотрим, данные у нас IBO-шка только одна идет в плюсах, другая как бы уже сожрала бюджета, поэтому мы их, наверное, с вами подстопнем. Оставим только один отсет зацепный, остальное все в мусор. Все по той же рекомендации, друзья. Я потом покажу, что будет дальше. Вы будете сами видеть завтра уже, да. Текущий у нас CBO-шка. Ну, как бы здесь вы сами все видите, да. Плюс-минус как бы огонь. Причем просто космос вот тут. Ну, короче, CBO-шку мы оставляем. Здесь как бы из всех метрик вы понимаете, как оно идет. Дальше IBO-шка еще одна.
Тут с вами посмотрим. Есть EBOшка жирная, есть EBOшка. Ну, плюс-минус, как бы, они все одинаковые идут. Наверное, я бы оставил даже третий отсет покрутить еще. Плюс-минус зацеп у нас здесь есть. Короче, мы с вами в плюсах, да. С EBOшка еще одна 1 в 1 из дублей. Ну, здесь вы сами все видите, наверное. Блин, я бы даже и другую оставил, на самом деле. Посмотрим, как она пойдет. Вот с вами масштабирование, друзья, которое мы применили. В общем, все здесь total. Давайте total сделаем. Просто посмотрим вот так вот total, чтобы было понимание, да, из того, что мы сегодня с вами льем, да. Что у нас по FTD получается? Давай, не тупи. ФБ. Да, крайний и total. Total нет, походу. Есть. Друзья, 40 FTD, ой, 22 FTD по 40 бачей. 1540 рейвы, кстати, еще приходит. Короче, я уверен, что еще и долетит, друзья. Поэтому давайте так. Мы покажем с вами еще в четверг данную компанию, зафиналим ее максимально. Я ее посмотрю, покручу сегодня там до утра. Все лишнее мы с вами убрали. Довольно жирно, друзья, идет. Поэтому, ну, просто кайф. И ставьте лайк. Помните про конкурс, подписывайтесь на наш канал. И будет дальше еще больше и жарче.